Откуда произошли коми-пермяки? Этот сумеречный народ русские встретили в самом начале своей экспансии на восток. Новгородские ушкуйники брали с них дань, разоряли села или нередко сами гибли в засадах, которые пермяки устраивали вероломным чужеземцам. Но рано или поздно оба народа должны были встретиться надолго. Даже в скандинавских сагах коми-пермяки угадываются в историях о царстве Бьярмия, где стоит золотой идол и есть множество сокровищ. Многие викинги направляли туда свои дракары, и многие погибли там, пытаясь похитить драгоценности. Название Пермь имеет неопределенное происхождение, несмотря на то, что оно известно очень давно. В форме Бьярм или Бьермия единственное объяснение названия нашли в языке вепсов как Перм, Маа, то есть лежащее далеко. Внешне коми-пермяки являются собой типичных представителей Уральского региона. Это смешанный антропологический тип, который именуют уралоид, микс из северных европеоидов и лапоидов, которые дают пермякам узнаваемые черты. Коми-пермяки ростом ниже среднего имеют сложение более слабое, чем у коренных русских. Волосы по преимуществу белокурые, русые или рыжеватые, глаза серые, нос часто вздернутый, лицо широкое, борода небольшая, хотя встречаются особи с темно-русыми волосами, карими глазами, смуглой кожей, более продолговатым лицом и тонким носом. Словарь Брагауза и Ефрона. Легкая монголоидность, проявляющаяся в астеничном сложении, частом эпикантусе, широком, вздернутом носе, сочетается с белокурыми волосами, светлой кожей и глазами, широкой, крупной головой. В ранний период палеолитические кроманьонцы Восточной Европы пережили процесс редукции и бореализации. Продвигаясь на восток, в зоне экстремально холодного климата, они утратили высокий рост и пигментацию, а приобрели замедленный обмен веществ и массивность скелета. Типичный русский центральных областей, невысокий, коренастый блондин, как раз прямой потомок этого населения. На Урале они встретились с группами с востока, монголоидного населения, которое двигалось с востока на запад. Смешение, неизбежное в таких случаях, породило тип современных пермяков. Современные коми. Существенно на генетику коми-пермяков повлияли и скифо-сарматские племена, а также ранние угры, еще не ушедшие в Венгрию. Нередкие смуглые брюнеты в их среде, между доминирующими рыжими и блондинами, как раз могут быть далекими потомками иранцев. В советской классификации для коми-пермяков выделяли отдельный волго-камский тип и мезенско-печорский тип. Первый тип образован выборками мари, удмуртов, бесермян, татар, северных чувашей и коми-пермяков. Для него характерна малая длина тела, брахикефалия, относительно темная пигментация волос и глаз, ослабленный рост бороды, заметная горизонтальная уплощенность лица. Второй характерен для группы северо-западных и северных коми. Для этих групп характерна явно выраженная мезокефалия, более высокое и широкое лицо, более темная пигментация, более сильный рост бороды, большая встречаемость опущенного кончика носа. Группы западных, восточных и южных коми, которые образуют особый кластер, включающий население, расселенное преимущественно в бассейне Вычегды. Для него характерна меньшая длина тела, брахикефалия, более широкое лицо, несколько более темные глаза и волосы, более уплощенный горизонтальный профиль лица. В целом, для него можно констатировать модификацию беломора, балтийской расовой основы в направлении дополнительного, в целом, весьма слабого уралоидного компонента. Зыряне роста среднего, кроме удорцев, отличающихся высоким ростом. Телосложение крепкого и правильного, следы финского типа на лицах едва заметны. Цвет волос большей частью черный, при серых и карих глазах, реже встречаются русые волосы и голубые глаза. Зыряне остроумны, хитрые и находчивы. Изобретательность их выразилась во множестве разнообразных способов ловли птиц, зверей и рыбы. Зыряне любознательны, любят грамотность и способны к учению. Зыряне отличаются честностью, гостеприимством,
бережливостью, смелостью и терпением. Им приписывают пристрастие к спиртным напиткам, хотя и не более, чем русским. Зырянские девицы обвиняются в недостатке целомудрия, сутяжничество доведено у зыряне до высших пределов. В целом, типы коми-пермяков – это дрейф от восточноевропейских типажей к уралоидным, но с сильнейшим влиянием каких-то южных типов, вероятно от тюркских или татарских нашествий. Все они встречаются в чистом виде или перемешаны между собой, определяя специфику внешности населения. Религией пермяков был шаманизм. Исключительно тесные контакты с сибирскими племенами и жителями степей привели в смешению здесь обычаев всех народов. Тут и сибирские камлания, и поклонение деревьям, и скифо-сарматский звериный стиль, и поздние тюркские ритуалы восхваления неба. В Перми найдены предметы из Ирана, Византии, далекой Испании и Арабского Востока. Ценные породы пушных, рыбий зуб, мед, рабы были востребованным товаром из здешних краев. Таким образом, коми-пермяки – настоящие аборигены Уральского региона, живущие там с самых древних времен и успешно пережившие нашествие скифов, угров, тюрок, монголо-татар и русских. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.